Привет, ребята! Меня зовут Арифа Надима, и добро пожаловать ко мне на канал. Сегодня, наверное, одно из самых спонтанных и одновременно подготовленных видео на моем канале, потому что задумалась я его снимать еще, наверное, в октябре-ноябре, а снять его могу только сейчас, в феврале. Приятно познакомиться, я Надима. И почему я решила снимать это только сейчас? Потому что я нахожусь на больничном, и я сразу хочу извиниться за свой гнусавый, болезненный голос. Я понимаю, что это не очень удобно, но что поделать, да, жизнь такая, не мы такие. Почему я решила вам показать обзор на мою сумку? Так это потому, что я все еще хочу с вами поближе познакомиться и хочу, чтобы вы поближе узнали меня. А сумка для меня это такая вещь, которая на данном этапе моей жизни находится вся моя жизнь, буквально. И я надеюсь, что вам это видео понравится, и если так, то не забывайте подписываться на канал, ставить лайк этому видео и комментировать. Я заранее извиняюсь за скачки света, потому что я напротив окна снимаю, и закат поднимается, опускается, я не могу это контролировать. Ну что, я готова приступать, надеюсь, вы тоже. Погнали! Ну, моя школьная сумка. Она всегда довольно-таки тяжелая, потому что я ношу много вещей с собой, иногда бесполезных, иногда очень полезных, иногда это те вещи, без которых я тупо никогда не выйду из дома. Ну, короче, вы походу все поймете. Вот так выглядит моя сумка. Я, конечно же, покадрово вам буду показывать, чтобы вам было удобнее смотреть. Она небольшая, она таких размеров, я ее специально покупала такого размера, потому что я ненавижу сумки, которые выглядят как багаж, как ручная кладь, поэтому... Компактная милашечка. Да-да. Обзор я начну не со внутренности, а именно с крайнего кармашка. И для меня из всей этой сумки вот этот кармашек, он самый-самый важный, самый главный. Почему? Сейчас узнаете. Что у Нади лежит первым делом в самом важном кармашке сумки? Конечно же, это конфеты. Но не простые конфеты, а конфеты с эвкалиптом. Почему? Потому что у меня 24/7 заложен нос, и эти конфетки мне помогают всегда нормальнее дышать. Также они очень вкусные и... Да просто я ношу с собой сладости. Кого я обманываю? После в этом же кармашке лежит моя карточка, которая называется УЭшка. Без этой карты у меня не будет хода в школу. Буквально. Меня просто могут выгнать и сказать: Арифова, иди за картой. Без этой карты тебе вынесут весь мозг с утра. Поэтому лучше ее носить, чем портить себе настроение, начиная с 8 утра. Лайфхак. Дальше у меня лежит обязательно какая-нибудь помада, и обычно я каждую неделю их меняю, потому что все зависит от моего настроения, от того, что я надеваю. Эту неделю у меня лежала вот такая розовая, я даже не знаю, что это за фирма, мне ее подарила сестра, но она максимально естественно выглядит, и даже когда я крашусь, не очень-то заметно. Очень удобно, очень практично. И, конечно же, куда без этого, у меня обязательно лежит карандаш для губ. Почему карандаш? Потому что карандаш стойкий, карандаш почти не оттирается за весь школьный день, и он тоже выглядит довольно естественно. Тоже вот так. И также еще обычно в этом кармашке у меня лежат мои наушники, но сейчас их нет, потому что я их отдала своему любимому брату поносить. Он их носит всю неделю, потому что я болею. Лафа. А теперь, дамы и господа, мы приступаем к середине, к сердечку моей сумки, я не знаю. Первое, что сразу попадается на глаза, это учебники. Я сразу скажу, что я ненавижу носить с собой учебники в школу, я предпочитаю электронный вариант, но есть такие учителя, которые постоянно истерят: почему ты не носишь учебники? Я ношу учебник английского не только потому, что учительница часто ругается, а потому что я лингвист, я учусь на лингвистическом профиле, и без учебника, ну, смысла тупо нет в школу ходить, да? Он выглядит вот так. У кого такая же программа? Ненавижу. Следующий учебник у меня всегда разный. В этот раз там лежит история России. Когда мы не носим этот учебник, учитель ругается, поэтому не хотелось бы ругаться с учителями. Поэтому я ношу те предметы, на которых меня могут поругать. А в основном я не ношу. Поэтому это все учебники в моем портфеле. Дальше мы переходим, наверное, к самой важной части для меня. Это тетради. Тетради у меня выглядят
как мое настроение, как я обожаю, потому что тетради для меня это вдохновение. Если у меня тетрадь выглядит как-то неопрятно, без какого-либо прикольного дизайна, то я в этой тетради писать не захочу никогда, просто никогда. Поэтому я тетрадям уделяю больше внимания, чем, наверное, учебникам. И обычно у меня лежат тетради на 96 листов, поэтому с ними немножко тяжело, но что поделать? Хотя бы учебники не ношу, Конечно же, куда мы без пенала? Пенал — неотъемлемая часть школьной жизни. Неотъемлемая почему? За ним всегда можно списывать, в нем можно хранить шпоры, ну и там еще должны лежать ручки с этим. Это не так уж важно, да? Я шучу. Нет, не шучу. Шучу. Нет, не шучу. Ладно, шучу. Нет, не шучу. Фак, заткнись, извините. Вторая Надя вышла. Почему мне тоже важен цвет пенала? Потому что пенал всегда лежит у меня на парте. И когда я вижу какие-то яркие цвета, настроение само поднимается. Я не знаю, как вам это объяснить, но если такое у вас есть, то отпишитесь и скажите мне, что я не одна такая шизофреник какой-то. В моем пенале всегда лежит красная ручка. Не знаю, зачем она мне. Иногда нужно что-то выделять, подчеркивать. После у меня обязательно лежат две ручки. Одна, которой я пишу, и другая запасная, если первая закончится. Это обязательно. Также у меня всегда лежат два запасных карандаша, потому что без них тоже не выжить. И лежит... И так как в этом году я пишу много пробников, много всяких тестов, мне обязательно нужна черная ручка, и у меня их тут лежит 3, я не буду все показывать. Они все одинаковые, просто они все одинаковые, и ими я пользуюсь чаще всего, когда я пишу какой-то тест, или какое-то сочинение, или какой-то пробник. Ну и, конечно, здесь лежит точилка. Шестерки линейки почему-то у меня нет. Видимо, я посчитала, что они мне не нужны. В общем, вот такой вот пенал. Самое важное в моей сумке, вот действительно это самый важный предмет в моей сумке, это мой ежедневник. Посмотрите, какой он милый. Его я тоже выбрала специально в таком ярком цвете, потому что мне нужна энергия, особенно в зимние дни. Ненавижу школу, ненавижу зиму. Я думаю, вы это уже знаете. Поэтому он тоже яркий, открывать я его не буду, потому что я его даже не достаю в школе, но он всегда со мной, и, наверное, его существование не знает никто, потому что я его храню просто как зеницу ока. Блин, зря обложку показала. Сестры узнают. Не узнаете. Это не то чтобы дневник, это ежедневник, но там столько важных дел, о которых не может знать каждый человек. Поэтому он такой секретный немножечко. Но это та вещь, без которой я никогда не выйду из дома. Это та вещь, без которой я бы не успела вообще ничего в своей жизни. И это та вещь, которая меня спасает 24/7. А тем временем середина уже закончилась, как вы можете в этом убедиться. И я думаю, можно перейти к кармашкам, которые находятся по бокам. В них у меня лежат, я даже не помню, что у меня... у меня всегда лежат духи, они уже заканчиваются, печалька. Ну, у них обалденный аромат. Иногда просто необходимо освежиться, поэтому я ношу всегда с собой что-то типа таких пробников. У меня все... Боже, я сейчас чувствую бомжом. У меня всегда лежат деньги во внутреннем кармашке, потому что иногда хочется в столовку, хотя я не кушаю в столовке. Но иногда хочется купить воды там или что-то, или выйти со школы и зайти в магазин что-то купить, поэтому у меня всегда лежит какая-то мелочь или какие-то купюры. 50-100 рублей. Я не могу ходить там больше, чем со 100. О мой бог, у меня здесь лежит, знаете что? Оно лежит здесь еще с сентября, я не знаю, почему я ее не достаю, но я до сих пор ее не хочу доставать, я ее не достану. Здесь лежит моя фотография, которую я делала для справки. Не хочу вам показывать. Мне тут нравятся мои брови. Это все. Реально, это все. И вроде в этом кармашке у меня все. Я больше ничего не ношу. Переходим к следующему внутреннему кармашку. В них у меня ничего не лежит, слава богу. И мы переходим к середине моего сердечка. Последний, но не по значимости, как говорит моя учительница. The last but not the least. И тут лежит, наверное, то, из-за чего вы сейчас будете смеяться, наверное, угорать надо мной, я в этом больше чем уверена, потому что я бы угорала. А тут у меня лежит в первую очередь, лежат мои ключики. Я очень люблю брелки, поэтому на них много брелочков. Поэтому, блин, я спалила ключи от норм. Кому я нужна? Я не буду палить их в мозаику. Вдруг там
Джастин Бибер ворвется. Что я несу? Простите, болезнь мне дает голову. Что у меня еще лежит посередине в этом кармашке? Это мой запасной телефон. Я не знаю, почему мне так смешно и стыдно одновременно, но да, я ношу с собой всегда запасной телефон в школу. Потому что что? Потому что я ненавижу химию, физику, биологию, математику, по-моему, я все предметы перечислила. В общем, я ненавижу предметы, от которых в моей жизни нету никакой пользы, и я вообще не вижу смысла их знать. Но иногда по ним дают контрольные. А так как в головушке ничего нет, мне поможет мой телефон. В общем, учителя очень часто просят нас сдавать наши телефоны, чтобы мы не списывали на контрольных работах или когда у нас какие-то тесты. Но мы-то дети 21 века, мы хитрые. Поэтому мы сдаем левые телефоны, абсолютно нерабочие, а своими, соответственно, пользуемся. Мне кажется, я сейчас в ваших глазах выгляжу такой просто, не знаю, какой-то распущенной девкой. Типа, как ты можешь? Ну блин, камон. Я ненавижу химию, физику, и даже если вы меня сейчас как-то осуждаете, это не будет иметь смысла, потому что я никогда не поменяюсь и точно не буду изучать физику в 11 классе. Да-да, конечно, бегу. Ну и остаются последние вот эти кармашки. Это какие-то кармашки-обманки, потому что вот этот абсолютно, тут ничего вот просто нет. А вот тут лежат просто какие-то кармашки, и в них, по-моему, ничего нет. Да, тут ничего нет, и во втором мне тоже нет. О мой бог! Надя, что это такое? Я не знаю, шучу. Это таблетка от живота. Очень часто у меня болит живот. Ну вот и все. Мы опустошили мой портфель. Он выглядит таким легким. Он такой легкий стал. И думаю, он будет таким легким еще ближайшую неделю, потому что я еще где-то на неделю заперта дома. Бесит. Я показала вам всю свою жизнь, которую я проживаю почти уже 11 лет, и я точно знаю, что еще, наверное, с 5 класса ничего в моих вкусах не изменилось. И как я носила по 2 учебника, как я носила свой фальшивый телефон, так я и доносилась до 11 класса, и ничего не изменилось, поэтому считайте, что вы узнали мою 7-летнюю жизнь, начиная от 5 класса. Я очень надеюсь, что вам понравилось, и Свет меня вообще решил покинуть. Спасибо. Не знаю, зачем я решила при дневном свете сегодня снимать, но что сделано, то сделано. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Оно такое лайтовое. И таких видео, наверное, буду снимать сейчас чаще, потому что у меня много свободного времени, которое я наконец-то готова потратить на вас. Я не уверена насчет кавер. Видео для YouTube будут выходить частенько. Надеюсь, что вам понравилось видео. И если это так, то не забудь поставить лайк, подписаться на мой канал и включить колокольчик. Ну а я обнимаю каждого, обожаю каждого. Всем пока-пока!